Четвертый день, друзья. Четвертый день. Четвертый день. Сегодня была отличная ночь. Сегодня было 11 градусов ночью. Ну, если верить прогнозу, 11 градусов. До этого было ночью где-то 3 и 6 градусов. В общем, сегодня первый день, когда я не ежился от холода. Это приятно. Четвертый день. Четвертый день путешествия. Четвертый день. Вау. Вчера я проехал 45 километров. И на самом деле сегодня мне тоже нужно будет проехать около 45 километров, чтобы завтра еще проехать 45 километров. То есть, получается, где-то 90 километров осталось до Бьедмы. Я думаю, что я смогу это сделать, но моя задача сегодня проехать как можно больше, чтобы завтра, приплыть в Бьедму не слишком поздно. Вот такой у меня план. Сегодня прям грести. Ну и завтра придется тоже грести. Тут что говорить. Но на самом деле, мое путешествие — это не только постоянная изнурительная гребля. Нет, бля, простите, но это так, да. Нет, конечно, нет. Это не только гребля, это много всего. То есть я успеваю вечером посидеть, посмотреть на звезды, попить чай, не знаю, порыбачить немного, посмотреть на природу, на птиц, на животных, вступить в бой с лисами, например. Короче, нормально, все идет круто, все идет так, как мне бы, честно говоря, хотелось. А вот эта цель добраться до Бьедмы, она просто как цель для меня. То есть прикольно иметь какую-то цель. Ты знаешь, что, ага, у тебя есть цель. Вот эта цель, но обязательно на пути к этой цели ты тоже находишь разные удовольствия, разные моменты, за которые ты благодарен. Ну что, начинаем. 9:30. Сегодня я начал ровно на час раньше, чем вчера. Неплохой результат. Но я раньше встал. Я встал сегодня где-то в 6:40. Посмотрим, что принесет нам новый день. Я впервые вижу поле. Вот там впереди, на противоположном берегу, там что-то растет. Это поле, мне кажется, что это кукуруза. Ну, я почти уверен, что это кукуруза. Обалдеть, в Патагонии растет кукуруза. Но это точно поле. Какая-то монокультура там растет. И вот такой обрывистый берег. Обрывистый берег. И там много птичьих гнезд. Видите, такие отверстия или дыры? Это все птичьи гнезда. Там живут птицы. Обычно так живут ласточки, но здесь в Патагонии я не знаю, какие птицы. Вроде ласточки тут тоже есть. Почти 1,5 часа гребу. Хочу сделать остановку, чуть-чуть размяться. А впереди очень-очень подходящее место.
Такой красивый маленький рукав реки. Прям вообще одно удовольствие здесь плыть. Я очень люблю, когда речка узкая, когда она поворачивает направо, налево, потому что ты плывешь, и у тебя оба берега рядом, и ты можешь все рассматривать, что на левом берегу. Давайте, кстати, посмотрим. Вот левый берег выглядит вот так. А что у нас на правом берегу? Давайте посмотрим. О, а тут заросли. Заросли, все заросло на правом берегу. А вот тут, кстати, еще, смотрите. Тут в этот рукав впадает, кажется, еще один рукав. Или это просто такая запруда? Или... А, нет, это запруда. Так, ребятушки, здесь надо кинуть спиннинг. Друзья, надо, наверное, немного прояснить, почему вокруг столько рыбы, а я ничего не поймал. Я ловлю рыбу на спиннинг. Вот. Это тот тип рыбной ловли, когда ты ловишь хищную рыбу. То есть рыбу, которая ест другую рыбу. Например, форель, как здесь, например. Либо в России это может быть щука или окунь. В общем, есть огромное количество хищной рыбы, и с помощью спиннинга ловится хищная рыба. А вот эти ребята, которых вы видели, это карпы. Они вегетарианцы. Ну, то есть они едят только что-то растительного происхождения или каких-то, может быть, мелких насекомых. В общем, поэтому эту рыбу я не ловлю. И у меня с собой нет снастей, чтобы ловить рыбу не хищную. Ну и, в принципе, это другой тип рыбалки. Ты стоишь на месте и на месте ловишь. Вот, поэтому, ну, на самом деле, ее, наверное, проще руками хватать, как вчера я и сделал. Ладно, надо плыть. Ничего себе, машина на берегу. Вот это да. И там даже домик какой-то. Может быть, у кого-то здесь дача? Прямо на берегу реки. Выглядит супер, конечно. Смотрите, вот там впереди, вот там целое поле, как бы это ни странно звучало, поле тополей. Тополь, ну, я так понимаю, что это тополь, скорее всего. Тополь — это дерево, и я вижу, что этими тополями там, на том берегу, засажен огромный участок земли. Ну, большой достаточно. И вообще, если мы посмотрим, то тополя, а их здесь много, мне кажется, что они здесь появились не сами. Мне кажется, что это завозные деревья. То есть кто-то их привез, начал их сюда, начал их сажать, и так появились вот эти тополя везде. Но это моя гипотеза, я не знаю. Я знаю, что тополя часто сажают для ветрозащиты, чтобы поле было защищено от ветра, по периметру сажают тополя. Но там, в том месте, да вот посмотрите, до сих пор продолжается эти заросли тополя. Они растут рядами. То есть один ряд, второй ряд, третий ряд. И вот я думаю, а ведь это может быть неплохая инвестиция в будущее. Купил кусок земли, посадил там каких-то деревьев, и через лет
20 ты можешь, не знаю, использовать как-то эти деревья. Можешь продать как дрова, самый примитивный вариант. Можешь продать как, ну просто как дерево, как материал для строительства или еще для чего-то. Интересно, насколько такой план выгоден. Мне пришла такая в голову идея. Как вы думаете, хороший план или не очень? Напишите в комментариях. 2,5 часа в пути. Пора перекусить. Сегодня, как и каждый день, у меня орехи и сухофрукты. В целом неплохо. И вообще, мне удалось сделать себе меню достаточно разнообразным. И прикольно, что каждый день я не знаю, что я буду есть. Я открываю пакет утром, день 4, например. Завтрак 4. Я беру, я не знаю, что там. И обед, я не знаю, что там. И ужин, я не знаю, что там. Ну, то есть я помню, что я готовил, но я не помню, в какой день что. И каждый раз у тебя небольшой сюрприз. А что сегодня будет на завтрак? Ну, окей, на завтрак сюрпризов нет. Завтраки у меня одинаковые. А вот обед и ужин, да, это всегда сюрприз. Смотрите, это что там такое? Похоже на какой-то корабль. И сзади у него мотор. Давайте поближе подплывем, посмотрим. Да, действительно, корабль. Такой вот, не знаю даже, интересный такой. Солнечная батарея у него тут стоит. Мотор какой большой. Вот на таком, друзья. Эх, надо вот на таком было идти. Хе-хей. И за один день я бы добрался. Но это же не так интересно, правда? Почти 7 часов. А это значит, что уже почти 4 часа я в пути. Почти 4 часа я гребу. У меня даже мозоль появилась. Не знаю, видно вот здесь. Мозоль. Ладно, да и вообще руки, все, волосы, все такое прям... Ух, как будто я 4 дня в путешествии. Я увидел маленький остров, вот здесь, здесь как бы маленький рукав, а вот там основное течение реки. И здесь маленький остров. Я увидел его и подумал, что ага, надо его исследовать, потому что как раз время ставить лагерь. И вообще в этой части реки мало островов. Река уже становится просто широкой, и она такой массой течет в океан. И здесь реально мало островов, и это чудо, что мне удалось найти такой остров. Сейчас я его исследую, покажу вам, посмотрим, что есть. Ну и решим, остаемся мы на нем или плывем дальше. Такое ощущение, что ты оказался где-то в России, потому что такая знакомая тебе трава, деревья знакомые, все такое прям вот, не знаю, какое-то понятное. Травка знакомая, по-моему, называется горец. Ивы, ну вот таких только деревьев я никогда не видел. Не знаю, что это может быть. Но что-то прикольное. Так, ну давайте посмотрим, что тут. Здесь все истоптано.
очевидно, лошадьми или коровами. Скорее, коровами. Ну да, здесь все истоптано коровами. Но в целом нам сюда и не надо. Здесь все выглядит не очень приглядно, скажу честно. Здесь, видимо, коровы тусят периодически. Ну и, в общем-то, здесь ничего интересного. Пойдемте посмотрим, что на той стороне. Может быть, на той стороне что-то будет прикольное, может быть, какое-то хорошее место. Но я боюсь, что здесь большая река, и здесь может быть сильный ветер. Сильный ветер. Здесь вообще кругом... Ёлки-палки, это птицы. Кругом всякие колючки всяких разных видов и мастей. Я сегодня себе проколол ноги раз 50. Причем я уже знаю как минимум 5 видов колючек. Я даже остановился в одном месте на обед и вышел на берег и не смог пройти дальше, потому что мне в ноги вонзились колючки, а я был босиком. И, короче, пришлось на ветру... Ладно, потом об этом. Красиво, да? Красиво, река красивая, но место абсолютно неподходящее. Пойдем назад. Я думаю, что я здесь останусь, но... Что-то так пахнет. Такой прям запах издает. Я не знаю, вот эта штука, что ли? Блин, так еще боишься нюхать все, потому что... А вдруг оно ядовитое? А, это полынь! О, ребята, да вы что, серьезно? Это полынь? Нет, подождите. Не полынь. Подождите, ну это же похоже на полынь. Так. У вас есть интернет, ребят? Погуглите, что это, полынь или это не полынь. По мне, это вот самая настоящая полынь. Ну, на экране будет ее название на разных языках. Так, ну вот так ее надо потереть. Нет, пахнет не как полынь. Не знаю, может быть, я что-то перепутал. Ладно. Окей, уходим отсюда. Уходим отсюда. Здесь ничего интересного. Здесь вообще такое жутковатое место. Это что такое вообще? Это что, коровы тут кирпичи делали? Земля так потрескалась, глина высохла, потрескалась. Короче, тут мне не нравится. Однако, вот эти всякие разные зеленые уголки мне нравятся. Ну, конкретно здесь нет. Здесь же нет комаров. Просто кайф. И вот здесь нет колючек. Блин, реально, здесь я чувствую себя немножко в России. Такое все знакомое, все растения. Эх, даже не знаю, оставаться мне здесь или идти дальше. Ну, в смысле, плыть дальше. Здесь вот вроде неплохо, но ровного места для палатки нет. А здесь что? Так. Здесь, да тоже ничего, все в кустах. Ну, слушайте, честно говоря, я, наверное, поплыву дальше. Солнце сейчас уже сядет, но здесь некомфортно. Здесь спать будет очень неудобно, потому что здесь нет ровного места. Здесь везде какие-то, посмотрите, видите, коровы натоптали, всякие тут такие холмы, такие, да, неровности такие везде. Прям везде. Нет, плывем дальше. Неужели? Опа, ну иди же сюда. Так, иди же сюда. Иди сюда. Давай. Что это за цепь? О, блин. О, дерьмо. День 5. Доброе утро.
7 часов утра. У меня горит костер и кипятится вода. Сейчас буду варить кашу. На самом деле еды у меня нету. Я не рассчитывал брать еду на 5-й день. Но я взял как бы какой-то перекус, потому что я думал, что я поеду автостопом на 5-й день. Поэтому там какой-то перекус. Однако там есть кофе. Там есть кофе. Где кофе? Где кофе? Вот кофе. Там есть кофе. И у меня осталась часть завтрака 2-го дня и часть завтрака, не знаю, наверное, 3-го дня. Короче, так как я взял порции чуть больше, чем нужно, то у меня осталась вот ровно порция, тут чуть-чуть и тут чуть-чуть, ровно порция на завтрак. Поэтому все шикарно. Плюс у меня еще остался, на самом деле, вот такой вот небольшой пакетик еды. Тут по мелочи есть всякие штуки. Есть вот плитка такая вот с сухофруктами и злаками. Есть немного печенья, маленький кусочек колбасы, супчик быстрого приготовления. Короче, вот колбаска, например. Короче, достаточно всего для того, чтобы не голодать, пока я не доеду до Бьедмы. А сегодня моя цель — это доехать до Бьедмы. Отлично. Мой завтрак. Мой 5-й завтрак в походе. И снова каша! Я не знаю, как началось ваше утро, но мое утро началось с того, что я достаю шипы из своих ног. У меня осталась куча маленьких шипов таких. И делаю я это с помощью другого шипа. То есть я шипом достаю шипы. Потому что я не взял с собой иголку, к сожалению. Поэтому приходится использовать шип какого-то дерева. Ну, кстати, отлично работает. Да, в зеркало-то я не смотрелся. Выгляжу я, конечно, офигенно. Как настоящий бродяга. Такой небритый, какой-то грязный. Руки немножко опухли. Даже не опухли, правильно сказать, оттекли. Мои руки немного оттекли. Ну, из-за гребли. Поэтому, когда я сжимаю кулак, такое ощущение, что мой кулак стал больше. Кулак ярости! Я хочу поговорить с вами коротко про... Вообще, сегодня 5-й день, последний день. Это будет день подведения итогов. Я сегодня буду много плыть. Я сегодня не буду рыбачить. Буду мало останавливаться. Впереди 43 километра. Поэтому я буду подводить итоги, меньше останавливаться, меньше вот так отдыхать. Потому что через 43 километра меня уже ждет Юля. Я надеюсь, что за 5 часов я доплыву. Сейчас 8 часов, но у меня еще не собрано ничего. Где? Вот здесь. Поэтому час минимум мне нужен. Надеюсь, что в 9 я смогу начать. Не уверен, но я надеюсь. Так вот, про лагерь. Давайте я переключусь на другой режим и поговорим про лагерь.
Во время этой поездки я хорошо осознал многие вещи, и среди них одна очень очевидная, но мне хочется ее проговорить. Я понял ее истинную важность. Важность места для лагеря. Вот как вы считаете, это место для лагеря хорошее или не очень? Конечно, не очень. Ну, конечно, здесь есть вода, это хорошо, это удобно. Здесь есть деревья, немного, но они есть дрова. Но, посмотрите, сидеть неудобно, потому что здесь склон. Палатка поставлена на вот таких вот неровностях. И более того, я нашел свою главную нелюбовь. Посмотрите вот на это растение. Это самое жуткое вообще растение, которое только может существовать. Это еще маленькое. Пойдемте посмотрим на него в... да, это не оно, извините, было. Это не оно было. Оно вот, посмотрите на него. Посмотрите, какие у него шипы. Посмотрите на эти шипы. Видите, вот эта колючка, она отрывается и в тебя вцепляется. Вот тоже, посмотрите, это просто, это самое вообще ужасное растение, которое я когда-либо видел, самое суровое. И теперь посмотрите, как всегда, на мою подошву. Ну, немного, но вот уже одна есть. Я регулярно снимаю эти колючки, и вот уже одна есть, но здесь нету. Здесь их мало. Я поставил палатку, потому что под палаткой почти нет колючек. И там почти нет колючек. Но если мы пройдем буквально чуть-чуть сюда, то вот здесь, я туда даже не пойду, то вот там будет царство колючек. Вся эта дорога оплетена этими колючками. Они там везде, просто везде. Это просто ужасно. Вчера я решил остановиться на обед в каком-то месте. Я увидел красивое место, причалил к нему, вышел на берег, взял вещи и пошел вверх. И вдруг я чувствую боль в ногах. Колючки, везде колючки. И получилось так, что я не могу двигаться, я не могу идти вперед, и я не могу идти назад. Потому что колючки, а я босиком. Я был босиком, друзья. Больше я не хожу босиком. И поэтому я попал в такую ситуацию. 5 минут я шел назад, не знаю, 5 метров, наверное, вот так вот супер аккуратно, с матюгами, с болью, вытаскивая из ног колючки. Короче, это был ужас. И в итоге я остановился на перерыв, на обед, просто вот на самом краю берега. Дул сильный ветер, и было очень-очень некомфортно. Я не получил удовольствия вообще, я не смог отдохнуть, я с трудом приготовил еду, и вообще этот опыт был, ну, такой, прям... Мне поскорее захотелось уехать с этого места, потому что, ну, мне там абсолютно не понравилось. К чему я это говорю, друзья? К тому, что от выбора места ночевки зависит множество вещей. Например, твое эстетическое наслаждение. Если место красивое, если тебе там приятно, а первая и третья стоянки, ну, первый день и третий день, вообще у меня были отличные. Просто отличная. А второй и четвертый день я решил подольше порыбачить. Я все выбирал. Нет, не это место, не это место. И в итоге пришлось встать вот примерно так же в неудобном месте.
Так вот, первое, это твое наслаждение. От этого зависит, насколько ты получишь удовольствие вообще от похода в целом. Вот от первого и третьего дня я получил гораздо больше удовольствия, ну, от ночевок, да. И это добавляет как бы в твое путешествие приятных каких-то моментов. Второй момент, что ты на самом деле отдыхаешь лучше, когда ты в более комфортном, приятном месте, ты гораздо лучше отдыхаешь. И вообще, если сделать итог, то мне кажется, что очень важно не жалеть времени, исследовать площадки, выйти, посмотреть, другую посмотреть. Если она подходит, если она нравится, но время, ну, может быть, еще рано, ничего страшного. Лучше раньше ляжешь спать, раньше встанешь, раньше начнешь идти или плыть. Короче, очень важно выбирать место для ночлега, место для твоего лагеря. Друзья, смотрите, там вдалеке коровы переходят реку. Смотрите. Они знают, где переходить, и просто идут. Просто идут. Это так прикольно выглядит. Наверное, кабаны также переходят, я вот думаю. Скорее всего, кабаны также переходят. А смотрите, 3 идут коровы, а одна еще стоит и ждет. Одна стоит, ждет, даже 2 там, по-моему. 2 еще стоят и ждут. Типа, если с этими все будет окей, значит, те 2 тоже пойдут. А идет впереди черная, самая смелая. Может быть, это даже бык какой-нибудь суровый такой. Обалдеть. Надо их не пугать, а то они могут запаниковать и куда-нибудь там уплыть. В общем, по поводу животных. Мне кажется, что кабаны все-таки умеют плавать, потому что коровы выше кабанов, хотя не намного. Здесь коровы не такие большие, не такие высокие, а кабаны были, ну, поменьше коровы, конечно, но все равно. Я думаю, что кабаны умеют плавать. Это мое умозаключение. Чисто эмпирически я пришел к этому умозаключению, что кабаны умеют плавать. Иначе как они могут перемещаться с острова на остров? А они явно это делают. Пока течение само несет меня, могу еще поразмышлять немного. Я, как мне кажется, хорошо собрался в это путешествие. Я долго собирался, у меня было видео, посмотрите обязательно. Я ходил, покупал продукты специальные, я расфасовывал эти продукты. То есть очень удобно, что у тебя все готово, тебе не нужно искать, что поесть, сколько насыпать риса, сколько положить того-сего. У тебя сразу готовый пакетик с едой. Положил, вода, все. Очень быстро, очень прикольно. И это касается и, например, такой вещи, как гермомешка. Я не брал сиденье для паккрафта, я сижу просто на гермомешке. И еще я купил еще один гермомешок, который у меня впереди сейчас находится. И это было лучшее решение, потому что, во-первых, он не промокает, как рюкзак. Во-вторых, он не такой объемный, как рюкзак. Во-вторых, он герметичный. То есть не страшно, если вдруг я, например, перевернусь или что-то, вещи все равно останутся сухими. И мне не придется выходить на берег, сушить все. В общем, в этом большой плюс. Меня начинает нести к берегу, поэтому нужно немножко нужно погрести. Кстати, по поводу гребли. Тоже немаловажный момент. Мои навыки гребли улучшились. Во-первых, когда мы жили в городе Неукен, то там я брал уроки... Ну, я ходил на уроки каякинга.
Они были не очень интересные, честно говоря. Мы просто садились в каяки и просто гребли практически каждый раз по одному маршруту. Но все равно как бы преподаватель что-то говорил, что-то советовал. И в целом это дало мне возможность улучшить мою технику гребли. Вот, улучшить мою технику гребли. И я считаю, что моя техника реально улучшилась. Я гораздо более устойчиво вообще чувствую себя, когда плыву на покрафте. Я могу быстро, если надо, изменить течение, направление. Круто, если бы я мог менять течение реки. Так вот. Туда плывем. Туда течем, да, вернее, так мы реке говорим. Течем туда. Нет. Наверное, к счастью, такой способности у меня нет. Вот, но да, навыки гребли, гермомешки, я убрал лишнее, типа сидений, типа рюкзака, еще каких-то вещей. И это все позволило мне более компактно разместиться в покрафте. То есть у меня один гермомешок здесь, один гермомешок здесь, ничего нет сверху, как было у меня в Патагонии в прошлый раз, когда я сплавлялся и когда я 2 раза перевернулся, потому что тогда центр тяжести был выше, и течение там было сильнее, но все равно, я думаю, что главная проблема была в том, что у меня сверху вот так лежал тяжелый рюкзак, и поэтому легко покрафт терял устойчивость, и меня переворачивало. В общем, становлюсь опытнее. Это очень приятно, это очень классно. Все-таки хочется, чтобы были какие-то вызовы в путешествии, конечно, но не хочется, чтобы путешествие превращалось в сплошное страдание. А это путешествие точно не назовешь страданием, хотя мои опухшие руки, отекшие руки и мои проколотые ноги, наверное, так не думают. Опа! Ничего необычного не видите? Сосна, друзья, сосна! Это первая сосна за почти 200 километров, которые я проплыл. Сосна, там дальше ели, какие-то еще растения, типа кипарисов. На самом деле там дом, вот его еле-еле видно из-за деревьев, но сосна настолько бросается в глаза среди вот этой всей растительности, она очень выделяется. Сосна очень выделяется среди других деревьев, поэтому я сразу ее заметил и понял, что что-то здесь не то, кто-то ее явно посадил. Но, очевидно, хозяин того дома. Боже, вот таких видов я не ожидал уже ближе вот к городу. Я думал, что чем ближе к городу, тем будет как-то вид, не знаю, хуже. Какие-нибудь будут заборы сплошные, еще что-нибудь, но нет, вообще нет. Посмотрите, какие холмы. Вот, слева, а справа лесистые острова. Ну, лесистые, конечно, наверное, так мы не говорим, но покрытые лесом острова. Класс! Почти 2 часа я гребу. Настало время попить и перекусить. Оставил себе пол шоколадки специально на 5-й день, потому что знал, что в этот день мне нужна будет дополнительная эмоциональная поддержка. Или дофаминовая поддержка. Алло! Привет! Слушай, я плыву по реке
Вот. Я пока еще не знаю, я еще не успел посмотреть геолокацию. У меня просто, не так много заряда на телефоне, поэтому я хочу его сберечь, чтобы снавигироваться уже ближе, когда я к городу поплыву. Но у меня есть пауэрбанк, он заряжен, там есть еще заряд в пауэрбанке, так что нормально. Вот. Давай смотри, ты вчера писала встретиться у моста. Во-первых, я тебе вот эти чекины, когда кидаю, ты локацию видишь? Все, супер. Я тебе давай буду слать эти чекины, ты по ним будешь отслеживать, когда я, буду примерно на месте. Ориентировочно я планирую, я еще, правда, карту не смотрел, но я планирую где-то с 15 до 16, плюс-минус, понятное дело, часов. В это время, по идее, я должен быть в Бедме. Но, может быть, чуть позже. Вряд ли раньше 15 точно нет. То есть, примерно вот на это время ориентируюсь, как раз там после ее сна, условно, если она уснет. Я не знаю, ты сегодня про ее сон писала мне, я получил смс. Это вчера было. Она плохо спала вчера, да? Понятно. Тут как бы... Давай я все расскажу. Тут есть свои сложности в реке, конечно, но тут нет порогов, вот. Но в целом, все очень-очень-очень-очень классно, мне все очень понравилось, но я тебе расскажу, давай попозже, чтобы сейчас не сажать батарею. Супер. Пожалуйста, можешь мне... Я не нашел тот остров, может, сейчас на Google картах найду, но на Maps.me того острова нет. Можешь мне написать название моста, где мы, под которым мы встречаемся? Или кинуть точку, может быть, лучше на Google картах сразу. То есть, как-то... Потому что я... Понятно. Но у меня просто Гармина карты этой нет. Вернее, у меня... Хотя нет, она у меня есть. Ладно, я на ней тоже посмотрю. Но скинь мне название моста, где мы встречаемся, хорошо? Давай. Целую малышку, обнимай. Давай, пока-пока. Прикольно. Первый раз за 5 дней я смог созвониться с Юлей. Очень круто. А вот альтернатива, как можно отдыхать. Здесь типа благоустроенное какое-то место, пляж. Есть какие-то скамейки, стульчики. Одна наполовину сломанная качель. И типа все благоустроено. Но, друзья, посмотрите, сзади, вот там, по периметру идет забор. Эта часть тоже вот здесь заканчивается забором, какими-то знаками, что там купаться нельзя, это нельзя. И вообще там ни одного дерева, там просто поле, а солнце здесь агрессивное очень. То есть, да, окей, там, наверное, есть какой-то, не знаю, какой-то магазинчик, где можно купить хот-дог и банку пива. Так жутко. Так жутко. То есть, так это не прикольно. Нет, наверное, кому-то бы понравилось. Кто-то бы туда поехал. Я бы тоже, наверное, съездил один раз. Но, увидев бы такое место, я бы туда больше не вернулся. А вот место отдыха для путешественника. Сюда можно добраться только по воде. Зато твои соседи — это только птицы, лисы, может быть, кабаны. Никаких магазинов с пивом, никаких обустроенных пляжей с кучей ограничений. Только ты и природа. Два часа. Это значит, что 5 часов я уже плыву. Была только одна остановка на 5 минут. Впереди я вижу вот такую красоту. Посмотрите, просто вау. И я уже в часе... Сейчас, дайте я выключу.
я включил такую немножко музыку послушать, чтобы немножко придать себе энергии, потому что сегодня мне нужно 6 часов грести. Еще я открыл вот этот рюкзак. Почему хочется сказать рюкзак? Эту сумку, этот гермомешок. Так, опасно разворачиваться спиной. Я открыл этот гермомешок и достал оттуда колбаску, печенье, короче, какую-то еду, чтобы было веселее. И вроде даже смог его закрыть так, чтобы он остался герметичным. Что ж, час еще остался. Я посмотрел, моя скорость средняя где-то 7 километров в час. Ну, учитывая то, что иногда я просто отдыхаю, плыву по течению, иногда я гребу, иногда как бы так активно, иногда гребу пассивно, как-то вот чуть-чуть. То есть в целом нормально, как мне кажется. Скорость классная. Получается, что до Бедмы где-то вот 7-8 километров, через час уже я там буду. Что могу сказать как итог этого путешествия? Я не планировал, что он будет такой интенсивный. Я не планировал, что я проплыву 200 километров. Но когда я понял, что я в целом смогу это сделать, у меня появился такой запал или драйв. И мне захотелось принять этот вызов и попробовать все-таки, проплыть. То есть поставить эту цель. У меня появилась цель и появилось желание этой цели достичь. Но мне кажется, что я все равно смог наслаждаться тем, что происходит. То есть не было такого, что сплошной раш, какая-то спешка постоянная, и ты только гребешь и ничего вокруг не видишь. Я успел половить рыбу, я успел посидеть у костра, посмотреть на небо. Наверное, если бы у меня не было цели добраться до Бедмы, наверное, я бы чаще останавливался. Ходил бы больше по островам, смотрел, что на каждом острове, смотрел какие-то интересные стоянки, места. Но в целом такой формат мне тоже нравится. То есть, не знаю, мне кажется, вышло путешествие очень сбалансированным. Была и цель почти достигнута. Сейчас я встречусь со своей женой и с дочкой. Цель достигнута, и я получил просто невероятное удовольствие побыть наедине с природой. В общем, не знаю, друзья, супер. Посмотрите, какие разноцветные ягоды, красные и желтые. Сзади меня, наверное, из-за солнца не видно. В общем, Бедма. Здесь рядом тренируются каякеры. Вот можете посмотреть, какая разница в скорости у каяка и у Покрафта. Они вон вообще далеко как ушли. Разница, конечно, колоссальная. Конец!